Единственное, с чем можно сравнить сюжет с Ильей Ремесло, легендарный совершенно разговор Иосифа Пригожина с Фархадом Ахметовым. Разница только в том, что тот разговор публичить никто не собирался. А главное сходство в том, что в обоих случаях говорящие ничуть не заблуждаются, что все думают так же, как они. Что это общее мнение. Именно поэтому и Пригожинский слив, и эмоциональные выступления Ремесла вызывают такой отклик. Мы не будем слишком подробно тут обсуждать отъезд Ильи Ремесло в психдиспансер. Совершенно очевидно, что после такого он куда-то бы уехал. За границу, скорее в СИЗО. ПНД не худший тут вариант выглядит. Тем более у него родственники в этой области работают. Причем в случае Ремесла тюрьма могла бы стать далеко не конечной остановкой. Все-таки мы имеем дело с режимом и вождем, который маниакально помешан на предателях и предательстве. О них мы поговорим еще в конце. А пока нужно обсудить, почему война идет уже 5-й год, но явно разлитое по обществу раздражение мы видим только сейчас. Что изменилось? Причем изменилось настолько, что кажется, будто у режима российского вообще не осталось поддержки. Почему кажется, что убийство интернета возмущает больше, чем настоящая катастрофа с гибелью сотен тысяч людей? Перед тем, как начнем сегодня ролик, напомню две вещи. Первое, что в описании мы собрали способы, как обходить блокировки в России. А вторая, 27 февраля у нас состоялся 8-й раунд офлайн-встречи зрителей моего канала. В 50 городах по всему миру они прошли. Очередная встреча состоится уже совсем скоро, в следующую субботу, 28 марта. В этом месяце на карте появились новые города. Проверьте, попали ли туда ваши, а если да, обязательно приходите. Если вы хотите провести встречу в своем городе, заходите на сайт и оставляйте заявку. С вами свяжется координатор, обсудит детали, и мы разместим информацию о вашей встрече на сайте. Если же вы хотите просто прийти на встречу, то тоже загляните на сайт и посмотрите, запланирована ли она в вашем городе. Весьма вероятно, что да. Но если вдруг встречи пока нет, то именно вы можете и стать организатором. Любой может. Встречи, к сожалению, пока не проводятся в России, Беларуси и Украине. Ссылка на сайт в описании. От войны можно скрыться. Причем легко. Достаточно не читать новости. Если вам не посчастливилось жить вдоль юго-западной границы России, куда прилетает с первого дня, то отгородиться информационным коконом вам ничего не стоило. Многим и отгораживаться не пришлось. Гляньте, какие просмотры и подписчики у каналов, которые занимаются ремонтом коробок передач или двигателей, читают целые лекции по верной подготовке земли под посадку морковки или по маникюру и мейкапу. У миллионов людей новостная лента вообще не похожа на нашу. У них другие дискуссии, другие инфоповоды и другие скандалы. В той же теме ремонта и строительства есть куча конкурирующих школ и подходов, которые друг друга ненавидят похлеще самого последнего зетника и самого горячего либерала. А еще есть люди, которые пишут фанфики и живут вообще в своем отдельном интернете. Есть люди, которые знают наизусть гербы всех домов Вестероса, но думают, что Медведев до сих пор президент. Пока дрон где-то рядом не бахнул, что в масштабах страны бывает крайне редко и далеко не везде, для человека абсолютно нормально сказать: «Я никак не могу на это повлиять, да и оно меня не касается». Что мне даст знание о резне в Буче, например, об ужасах на фронте? Ночные кошмары? Нет уж, спасибо. Буду починять свой примус, кофейню свою развивать, бар открою, подпишусь на все паблики с новыми крутыми коктейлями и стану смотреть 2-часовые обзоры кофемашин. Теперь я тут живу. И мне действительно хочется с 89-й попытки приготовить таки брискет, как его делают мастера из Техаса. Проблема в том, что таким же макаром спрятаться от родного государства, которое имеет власть на всей территории страны, уже не выйдет. Тут и от новостей отписаться не получится, только хуже станет. Вот развивал, да скажем, свою вот эту вот кофейню или бар. Совсем не нефтевышку. Не тот бизнес, где деньги некуда девать. Пришел кризис. Людей стало меньше, средний чек ниже. Ты подужался, оптимизировался и хочешь переждать спад. Но приходит государство и говорит: у нас тут закон о русификации брендов. Ради-ка ты, дорогой, как минимум несколько десятков тысяч рублей на это дело. На демонтаж старой вывески, на изготовление и монтаж новой, на новые меню, новые визитки, новые стаканчики. Дизайнерам заплати, монтажникам заплати, типографии тоже заплати. И никого не волнует, что ты не Аркадий Новиков, что у тебя 15 квадратных метров и 5 посадочных мест в глухой провинции. Что у тебя дневная выручка 7 тысяч рублей. Возьми и роди полтинник. Просто потому, что мы требуем,
чтобы написано было не coffee to go, а кофе в дорогу. А тут еще и терминал карты не принимает через день, потому что интернет вырубают. И рекламу у местного блогера теперь не разместить, потому что все везде поперебанили и позапрещали. Замуровали демоны, некуда деваться. И все это с ровного места. Даже в случае ядерной войны условный Якутск, скорее всего, останется цел. Настолько он далеко от всего, и настолько нет смысла пускать по нему ракету. Но НДС там вырос, Телеграм заблокировали, мобильный интернет отключают, до малого бизнеса докапываются, разговоры о важном навязывают, студентов на фронт вербуют. Ты можешь изолироваться от информации, переехать в такой медвежий угол, где тебя не достанет сводная армия вермахта и монголов. Но от государства ты никуда не денешься. Если оно решило тебя задолбать, то задолбает где угодно. Вот в этом разница отношения к войне и ко всяким блокировкам, отключениям и запретам. Когда государство в разгар кризиса, от которого все и так на стрессе, начинает выкручивать тебе руки, тут уж нервы сдадут у кого угодно. Дальше поговорим о ключевом для ситуации свойстве общества, а пока посмотрим небольшую рекламу. Если вы эмигрировали или много путешествуете и подолгу бываете за границей, то знайте, сегодня важно не просто иметь карту зарубежного банка, чтобы платить без проблем и подтверждать наличие средств на счете для получения визы. Лучше всего иметь несколько счетов в банках разных стран, потому что никогда не знаешь, где, как изменится законодательство, и лучше быть к этому заранее готовым. Хорошо, что сейчас зарубежную карту можно открыть удаленно и быстро. Например, с этим помогает сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступнее. А еще он дает гарантии. Если карту открыть не получится, например, если ситуация резко изменится, то деньги вам вернут в полном объеме. Если у вас уже есть карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на 5 лет и доставит вам. Данила помогает открывать карты с 2022 года. Сейчас цены на эту услугу лучше, чем когда-либо. Но есть проблема. С каждым месяцем возможностей для открытия зарубежного счета все меньше. Поэтому лучше с этим не тянуть. Сроки открытия от 1 дня. Картой можно расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать сервисы Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT и другие нейросети. Сможете пользоваться Свифтом, бронировать отели и авиабилеты, подключить карты к Apple и Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте и даже получать с этого процент. Пополнять можно с российских карт или выводить на них. Прямо сейчас у MasterCard Bridge действует акция «Скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximCats». Успейте открыть карту на самых выгодных условиях. Ссылка в описании. Были бы мы полностью в российской юрисдикции, не смогли бы разместить. А так, можем финансировать свой канал независимо. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Общество – сугубо взаимосвязанный организм. Ощущение едины для всех. Вот как мы понимаем, что на дворе кризис? У нас лично может быть все даже и хорошо. Кризис может даже пойти на пользу. Ну, представьте, например, что вы в августе 98-го работаете на иностранную компанию и получаете зарплату в валюте. Доллар улетает в 4 раза. Вы вообще в шоколаде. Но вы видите, что людей в ресторанах стало меньше, а вывесок продажи аренды больше. Кого-то из друзей сократили, у кого-то накрылся бизнес. И над вашим будущим тоже нависла опасность. Если вы потеряете свою прекрасную валютную работу, то ничего похожего больше не найдете. Кризис он для всех кризис, даже если ты от него типа изолирован. Так вот тут то же самое. Для любого фриланс-зетника, который сам ведет канал и зарабатывает на срочных сборах и рекламах финок НКВД, блокировка Телеграма – полный и окончательный капут. Понятно, что никакой независимости Z-благосферы ни в каком Максе никто не допустит как явление. Не для того его делали. А что те, кто сидит на всяких разных зарплатах и подрядах? Те, кто обслуживает АП, разные министерства, госкомпании, ФСБ, ментов, Росгвардию, губернаторов, всех на свете. Любой политический актор в России сегодня владеет собственным пулом медиаобслуги, которая в значительной степени сидит в Телеграме. А есть и целые сети от Соловьева до Канделаки и Кадырова. И у них все вроде неплохо. С зачисткой всяких там самозанятых пропагандистов у них исчезнут конкуренты. Но даже самые штатные пропагандисты не могут не чувствовать, что последние дни наступают и для них. Никто не будет покупать никакие блоки на негатив. В мессенджере Макс блок на негатив будет включаться одной кнопкой по ключевым словам в офисе ВК.
По звонку откуда угодно, хоть с Лубянки, хоть из администрации Кировской области. Если государство собралось сделать из интернета телевизор, то там нахрен не сдадутся сотни и тысячи всяких прихлебателей и прислужников. Такое слишком сложно контролировать. Очень скоро там останутся считанные каналы: РИА Новости, ТАСС, Лента.ру и Соловьев. Легко объяснимо, почему фляга может свистнуть не только у Ильи Ремесло, но и у всего этого сообщества, которое водит хороводы вокруг государства. Государство решило выкинуть их на помойку вместе со всей их жизнью. Ну и куда они пойдут работать с резюме «Ввел канал на 200 тысяч подписчиков со срочно сборами»? Только лук грузить. Как там? Сушите весла и плетите лапти. Конечно, больше всего плавят тех, кто не просто зарабатывал, но верил в это государство. Кто был инициативщиком. Каким, вне всяких сомнений, был вот, например, Ремесло. Потому что у остальных государство просто отбирает средства к существованию, социальный статус и все такое прочее. У тех же, кто в него верил, оно отбирает смысл жизни. Очень сложно реконструировать, во что там в нынешнем государстве нашем можно вообще верить. В режиме, где 7 пятниц на неделе, где друзья, враги, цели и задачи, все возникает из ниоткуда и пропадает в никуда. Бог с ним, с Херсоном, который назначили едва ли не главной целью войны, а потом забыли. Но по одному графику любви и ненависти к Дональду Трампу, то он наш слон, то их англосаксонский бабуин, даже по одному этому графику с ума можно спрыгнуть, если относиться всерьез. Тут уж и родственники-то не понадобятся в этих учреждениях. 5-летние дети более конкретны в своих желаниях. Дают понять, что надо, а что не надо, что хотят, а что нет, лучше, чем российский режим. Даже в узком смысле, только в рамках поддержки войны непонятно, что ты поддерживаешь. Цель вообще в чем? 4 года назад Киев вроде как брали, а сейчас вот Купенск, центр обитаемой вселенной. Очевидно, единственный способ пролезть верблюду в игольное ушко, спарить в своей голове абсолютно несовместимые идеи, это уверовать в государство как в идею. В мощную непобедимую силу, в карающую длань, которая пусть и меняет свои планы 3 раза еще до обеда, но на то она и власть, что не отчитывается ни за что и ни перед кем. У нее своя длинная воля. А если лабораторные крысы не понимают планов доктора медицины, так это проблема лабораторных крыс. Есть такой способ верить в государство как в Господа, чьи пути неисповедимы. Идея в том, что не надо пытаться понять логику действий сущности, которая сложнее тебя на 250 порядков. Надо просто этой воле служить, и тогда с тобой все будет хорошо. Потому что власть не просто сильная, но в высшей степени разумная. Она никогда не тронет тех, кто ей служит. Наоборот, наградит Царствием Небесным, ну или в данном случае должностью, баблом и неприкосновенным. Но с таким подходом рано или поздно человеку открывается очевидный факт. То самое государство, которому ты так преданно служил, совершенно не нуждается в инициативных служаках. Режиму этому, в общем-то, плевать. На протесты против него ты ходил или перед ним танцевал на задних лапках. В любом случае, в какой-то момент ты станешь не нужен, и от тебя избавятся. Понятно, что от такого может случиться нешуточный кризис веры. От такого запросто можно уехать в Желтый дом по медицинским показаниям. Какая у тебя там работа была? Штатный доносчик на оппозицию? Персональный свидетель? Потерпевший? Понятой? В каждом деле Навального? Так никакой оппозиции давно нет. Навального 2 года как убили. Да и к чему такие нежности при нашей бедности? Что-то там фабриковать, изобретать несчастных оклеветанных ветеранов, какой-то кировский лес, какой-то французский фраше. Все эти сложности остались в довоенном прошлом. Не приходя в сознание, любой следователь состряпает дело за пост в интернете на любой срок. Да и пост для этого не совсем обязателен. Ремесло открыто говорил, что его сняли с довольствия. Что раньше на нем воровали все, кому не лень, и доходили до него гроши, а теперь и вовсе ничего. Вполне логично. Лошадей отменили, конюхи стали не нужны. И плевали самозабвенно на твои былые заслуги. Что ты 1,5 десятка лет потратил, репутацию гробил, друзей растерял, шарахаются от тебя, как от зачумленного. И все это во имя государства. Не нужен твой порыв, не нужна искренняя служба. Если ты воображал себя кем-то вроде Пожарского и Закунинского статского советника, забудь. Режиму не нужны идейные, ему нужны временные сотрудники. Твой момент прошел.
А еще и Telegram блокируют. Отбирают последнюю возможность зарабатывать и на что-то влиять и что-то значить. В данном случае ты и такие, как ты, просто сопутствующий ущерб. Примерно как пилоты и бортпроводница в самолете Пригожина. До тебя лично, до твоей дальнейшей судьбы никому нет дела. В момент, когда это происходит, ты внезапно осознаешь, что инвестировал всю свою жизнь в тех, кто кинул тебя под автобус. Куда дальше-то? Пойти по специальности работать? Гражданским и арбитражным правом заниматься? С такой-то выдачей у Гугла и Яндекса, где через слово написано «профессиональный доносчик», да тебя ни одна пенсионерка завещание составлять не наймет. На телеканал «Дождь» податься? Вести передачу «Дура Лекс Сед Лекс»? Да от такого найма не то что телеканал «Дождь», Нидерланды под воду уйдут. Тебе действительно некуда деваться. Работа на наш режим – настоящая сделка с дьяволом. В обмен на иллюзию благополучия, успеха, влияния, участия в чем-то великом у тебя забирают все и в какой-то момент выкидывают за ненадобностью. И вот уже ты смотришь на руины своей жизни. В этом и разница между такими, как Ремесло, многими его идейными коллегами из Z-лагеря и владельцем магазина на Wildberries, с которого государство вдруг захотело слупить конский НДС. Для людей, с которых хотят новые налоги и вывески на кириллице, которым отключают интернет, мешают общаться с близкими и читать новости, грозят отчислением за отказ подписать контракт, которым присылают спецназ в ночной клуб, кому не дают зарабатывать на рекламе и творчестве, для таких людей государство — это просто какая-то херня, которая свалилась с неба и портит им жизнь, желая содрать 1 000 000 рублей за счастье ездить на 5-летнем Volkswagen. Но для таких, как Ремесло, как зетники, государство, которое повернулось против них, это утрата веры, смысла жизни и вообще всего. Они государство считали союзником, но были для него прислугой, которая на новом этапе стала не ко двору. Что касается Ильи Ремесла, то история на этом не закончится, конечно. Да, есть тема в нашем государстве примерно со времен обретения государственности сказаться сумасшедшим, как Василий Блаженный при Иване Грозном. Юродивому можно резать правду матку. Но по нашим временам такая стратегия непозволительно наивна. Непонятно, что будет с самим Ремеслом. Ему-то, может, и позволят самоизолироваться в мягкой комнате. Но пойдут, конечно, по всем, кто его продвигал, в эфиры звал, курировал. Пойдут, причем настолько высоко, насколько смогут. День чекиста у нас 20 декабря, но пришел раньше. Для чекистов произошедшее такой подарок, что лучше не придумаешь. Сажать медийную обслугу теперь можно не пересажать. Инфоповод сказка. Кто пригрел на груди предателя? Кто вырастил агента? Учитывая, какая там сейчас грызня за бюджеты и полномочия, ласты можно заворачивать целым отделом. Мы понимаем, что советовать российским начальникам собирать, что успеют унести, и бежать, куда глаза глядят, самым первым рейсом, не в коня корм. Мозги у них надо искать не томографом, а дефектоскопом. Если бы они нас слушали, то население Лефортово и Бутырки было бы вдвое меньше. У них могут целый этаж министерства посадить, а остальные все равно будут послушно ходить на работу на соседний этаж до прибытия спецназа. Непробиваемые просто люди. Все же, руководствуясь принципом гуманности, на всякий случай скажем: если вы платили Илье Ремеслу, были с ним в одной какой-то лодке, воровали на нем деньги, продвигали его, курировали его деятельность, то бегите срочно! Да, Дубай сейчас посложнее вариант. Но мало ли мест, где люди успешно даже от ФБР скрываются, не то что от ФСБ. Но среди этих персонажей подобострастие давно уже затмило инстинкт самосохранения. Никуда они не побегут. А мы потом поговорим про уголовные дела. Не прям сразу. Такие дела быстро не делаются. Ну и Пригожин с неба не сразу упал. В конце надо сказать спасибо Илье Ремеслу. Не часто нам выпадает возможность заглянуть внутрь системы и увидеть, как она задолбала даже тех, кто считал ее своей. Твит один хочу прочитать, который мне на эту тему понравился. Вот и настал реальный конфликт между уехавшими и оставшимся. Пока уехавшие и оторвавшиеся от российских реалий Светов и Латынина рассказывают про национальные интересы и милосердие, внутри России Путин задолбал даже Илью Ремесло. Вот так вот. Перед тем, как закончим, напомню. У нас вчера вышла новая серия проекта «Квартира» о жизни в СССР 80-х. Посмотрите обязательно, мы много вкладываем в этот проект, он для нас важный. Посмотрите, если еще не видели. До завтра.